Друзья мои, всем привет! Сегодня мы вспомним то, с чего начинается игра State of Survival. А именно, как правильно бить радар. Да, вы не ослышались. Мы постараемся дать рекомендации о том, как экономить стамину и ваше время при выполнении рутинных операций в игре. Многие игроки жалуются, что им не хватает выносливости шефа и припасов последней надежды, так как кроме зачистки радара нужно убивать нечестивых, проводить учения отрядов для МИГО, ходить на зону зараженных, а еще каждую пятницу участвовать в сборах на бункера. Именно поэтому мы решили рассказать вам, как экономить ресурсы и ваше время. Стойкость шефа пополняется на 1 единицу раз в 5 минут, а также существуют поставки последней надежды, которые приносят 80 выносливости раз в 8 часов. Лучше не пропускать поставки, а также правильно выбрать время, когда вам следует ее собрать. В отличие от старых штатов, где при сборе поставки она отправляется в рюкзак, в большинстве штатов поставка автоматически добавляется в текущую шкалу стойкости шефа. Поэтому будьте внимательны и не допускайте заполнения этой шкалы больше, чем на 200 единиц, так как она перестанет копиться. Каждое утро игроки SOS начинают с выполнения заданий радара, и мы начнем советы с него. Сперва хочется затронуть разведданные под названием «Испытания Титана» и «Дикий Титан». Они доступны в штатах, где уже стала доступна функция титанов. С этих зараженных вы можете получить части для прокачки вашего зоопарка. Всего у испытания Титана 150 уровней, а в день можно пробить 3 зараженных с повышением уровня. Уровень Дикого Титана зависит от треугольного, и в день можно ударить всего 2 зараженных. После того, как 150 уровень испытаний Титана пройден, круглый зараженный все так же будет появляться на вашем радаре. Игроки сталкиваются с тем, что дойдя до определенного уровня, они не могут пройти дальше. Многие просто ждут, когда они станут сильнее, но есть те, кто не хочет ждать, и на этот случай у нас есть несколько рекомендаций. Бить Титана нужно с самыми сильными героями, а также с вертолетом, у которого выбран первый навык. Первый навык в зависимости от прокачки дает определенный процент усиления атаки. И опыт игроков показывает, что это очень важно при сражении с зараженными титанами. Второй, наиболее распространенный совет – это включить марш-бросок. Многие игроки используют автоматическое построение 60-20-20. Если этого недостаточно, то вы можете попробовать изменить свои формации на те, которые вы сейчас видите на своих экранах. Этими цифрами игроки делятся на нашем сервере Discord, ссылка, конечно же, есть в описании этого ролика. Следует понимать, что универсальной формации нет, и тут все индивидуально, и даже если вчера вы пробили Титана построением 55-25-20, то не факт, что и сегодня эта формация сработает. Таковы наблюдения игроков, или попробуйте бить Титана ночью, когда он спит. Обычные задания на радаре не требуют специальных формаций или героев. Многие игроки уже знают про Трэвиса, потому что он ускоряет марш на зараженных и сокращает использование выносливости. Поэтому я рекомендую вам выбрать в свой марш Трэвиса и 2 любых героев, или же только Трэвиса, а также только одного воина любого типа. Такой марш нужно сохранить, и он обязательно должен содержать титанов, иначе магия не произойдет. Основная мысль в том, что Трэвис экономит вашу выносливость, а тот самый один воин будет ранен при атаке, и ваш марш сразу же вернется в поселение. В сражении победу над зараженным одержат сами титаны. Если вы будете использовать такой марш Трэвисом и одним солдатом, вы будете экономить и выносливость, и ваше время. В сравнении с теми игроками, кто просто бьет радар Трэвисом, вы сократите время полной зачистки радара на 7-10 минут. Потому что не будете ждать возвращения марша с Трэвисом. Помимо заданий радара, используйте этого героя для зоны зараженных, заданий с тропой на радаре, в рейдах на нечестивых и буйного зверя. Это здорово сократит вам затраты стамины. Хочется отдельно отметить, что если вы сделаете рейд на буйного зверя 6 уровня, а уже потом на нечестивого, то вы не получите дополнительных наград в виде назначения героев. Именно поэтому сначала стоит делать рейды на обычного нечестивого, который также есть в заданиях МИГО. С него вы получаете обычные награды плюс книжки назначения героев. Уже после убийства обычных нечестивых создавайте рейды на буйного зверя, чтобы получить еще больше наград.
У некоторых игроков, которых любит рандом игры State of Survival, получается набрать около сотни руководств командования для назначения героев за один день. Также я не рекомендую заходить в чужие рейды. При создании рейда вам в виде наград также выдаются ускорения лечения, чего нет, если вы вступаете в уже готовый рейд. На этом все, друзья мои. В этом видео я перечислил достаточно много игровых заданий, в которых требуется стамина. Поэтому я надеюсь, что этот ролик был для вас полезен. Если же вы и так знали об этом, то вы лишний раз убедились в том, что все делаете правильно. По традиции подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А если вы знаете еще какие-то фишки, которые будут полезны и другим игрокам, смело делитесь этим в комментариях. Берегите себя и помните, что время — это самый ценный ресурс. Всем пока!